Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку новых строк из Google таблицы в CRM-систему RemOnline. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые строки из Google таблицы в другие системы. Например, в RemOnline вы сможете создавать новые заказы, удобно хранить, обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Google Sheets. Теперь необходимо указать действие. Если вы хотите получать данные по всем новым строкам, выбираем соответствующее действие. На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Google таблиц к системе Apex Drive. Для этого необходимо указать логин и пароль личного кабинета Google. Также вам необходимо предоставить все разрешения Apex Drive на работу с вашим аккаунтом Google. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо указать файл и лист, из которых вы будете выгружать новые строки. Далее вам необходимо указать, с какой строки начинать загрузку. Если у вас в таблице находится 1000 строк и вы не хотите передавать данные по всем этим строкам, в этом поле необходимо указать цифру 999, для того чтобы начать загрузку с последней из них. В данном случае у меня в таблице две строки, первая это заглавная шапка, вторая это строка с данными, поэтому я в этом поле укажу двойку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные, которые находятся в выбранной строке. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных Google таблиц успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем RemOnline. Далее необходимо выбрать действие. В данном случае я хочу создавать заказ, поэтому я выбираю соответствующее действие. На этом этапе вам необходимо подключить ваш RemOnline к сервису Apex Drive. Для этого необходимо указать ключ API. Чтобы его получить, переходим в личный кабинет RemOnline. Далее необходимо перейти в раздел «Настройки». Теперь переходим в раздел API. На этом этапе вам необходимо скопировать API-ключ и вставить его в соответствующее поле в системе Apex Drive. Когда необходимое поле заполнено, кликаем «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите поля RemOnline, которые необходимо заполнить для создания нового заказа при каждой новой строке в Google таблице. Для начала необходимо выбрать тип заказа и юридическое лицо. Далее необходимо в поля RemOnline назначить переменные из Google таблиц. Для того чтобы это сделать, кликните в поле и выберите переменную из выпадающего списка. Когда все необходимые поля заполнены, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в RemOnline в виде новых заказов при каждой новой строке из Google таблицы. Если вас что-то не устраивает,
кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в REM-Online». После успешной отправки переходим в REM-Online и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных REM-Online успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!